Всем привет! Mitsubishi Eclipse с мотором мощностью 1000 лошадиных сил никого не удивишь в Америке. Mitsubishi Eclipse на соревнованиях по дрэг-рейсингу в США, на родине этой машины, явление обыденное. На первом и втором поколениях не раз ставились мировые рекорды в гонках на ускорение. В России же Eclipse любимы многими, но только не автоспорт. Я знаю лишь один случай использования этого автомобиля в нелюбительских заездах. И сегодня я приехал в гости к Сергею Старшинову в компанию Full Power Motors именно к этому Eclipse. Левой дорожки Mitsubishi Eclipse. Сергей Старшинов, представитель города Пушкино. Как из пушки выстреливает Eclipse. И очень быстро Skyline едет по трассе. Ну что, вот это да, друзья мои. Если вы знаете еще Eclipse, который участвует в соревнованиях, напишите об этом в комментариях внизу. Сергей, привет! Если я правильно помню, это был 2014 год. Ты звонишь мне в поисках кузова Mitsubishi Eclipse, и у меня как раз был кузов второго поколения, который я готовил к внедрению в него 9-го Evolution. Проект я сделал чуть позже. Ему у меня на канале посвящено множество видосов. Смотрите ссылочки в описании. А этот кузов достался тебе. Я тогда даже представить не мог, какое будущее будет у этого Eclipse. Уникальный свап на 2JZ с поперечным расположением. Напомню, что 2JZ – это рядная шестерка, и в 99% случаев установлена продольно в кузове автомобиля. Передний привод на эволюшеновской полноприводной коробке передач. Рекорды ускорения в классе переднеприводных машин в России. Ну и самый первый вопрос, почему Eclipse? Что тебя до этого связывало с Eclipse'ами? Расскажи свою предысторию. Всем здравствуйте. Наверное, все достаточно банально. Данная машина обладает хорошими аэродинамическими характеристиками. Поэтому был выбран вот этот скажем, кузов, который на скоростях под 300 км в час будет вести себя достаточно уверенно, скажем так. Ну, посмотрите, какой быстрый заезд в исполнении Сергея Старшинова. Это будет очень быстро. Я в этом абсолютно уверен. И 9,1, 9,121 тысячная, 265 километров в час. Вот это да, друзья! В Америке среди драговых любителей драга, Eclipse очень много. И они в основном используют полноприводные машины. Почему передний привод, то есть такая необычная для Eclipse, для мирового Eclipse строения, такая конфигурация, почему именно передний привод для такой машины? Это больше связано с историей нашей команды, с историей, скажем, участия нашей команды в классе передний привод. Поэтому мы и взяли, скажем, эту машину и сделали из нее гоночную переднеприводную технику. Не скажешь, что это стандартный Eclipse, это больше такой спортивный снаряд уже на базе Eclipse. А теперь для многих главный вопрос. Почему при наличии родного мотора 4G63, с которого только ленивый не снял 1000 сил, ты ставишь 2JZ? А самое главное, как пришла идея поставить его поперечно? Поперечно, потому что не позволяет, скажем, регламент менять ось, скажем так, вращения двигателя. А почему 2JZ? Опять-таки, соображение надежности. То есть, это мотор, который, наверное, все-таки за счет того, что 6 цилиндров, он переваривает мощность в 1000-1500 сил, скажем так, гораздо более безболезненно, чем тот же мотор от Evolution. Поэтому здесь скомплектована машина, скажем, хорошая аэродинамика и мощный надежный двигатель. И расскажи про начинку мотора. Насколько он родной? То есть там только блок цилиндров остался родной? Или это все-таки что-то от JZ есть? Это уникальное сооружение ваше? Или это все-таки JZ? То есть что там? За основу взят обычный блок GZ. То есть, как я говорил, что коленвал там стандартный. В принципе, все остальное, там многие узлы, там также система Сухого Картера сделана заново, скажем так, собственно, ручно на наших производствах здесь в России. Этот поддон силовой выполняет роль как и сбора масла, так и усилителя бугелей
Поэтому вот этот масляный насос высокопроизводительный, который, в принципе, кормит маслом все узлы и агрегаты, что касается по двигателю. Сейчас он, естественно, в полуразобранном состоянии. Используем мы вот такие алюминиевые шатуны, которые, в принципе, по всему мире используются тоже широко в автоспорте. Самодельные стальные бугеля вместо вот таких вот чугунных. То есть это, естественно, вот для усиления конструкции. Ну и вся эта машина, и вся эта мощность передается через трехдисковое карбоновое сцепление фирмы Tilton. Так, ну я немножко поясню. Мотор сейчас находится поддоном сверху. То есть он перевернут. ГБЦ у нас находится внизу. То есть сейчас он у нас просто перевернут кверх ногами. Чтобы никто не пытался, не испугался, что эта головка блоков такая низкая. Коленвал родной. Да. То есть у нас сейчас получается 1000 лошадиных сил по, даже 1300, да, по, делим на 6, примерно по 200 лошадей на шатун, на цилиндр. И родное колено держится. Да, все это работает. Ну, мотор вообще, скажем так, без головки. Головка там убрана на полочке, закутана. 200 сил с цилиндра, да, все это работает, служит весь сезон как бы без отказов, без какой-то замены. Слава богу, без поломок. А меняли ли хоть раз уже колено? Нет, коленвал еще. То есть, а вот оно все годы ходит одно колено. Да. Теперь понятно, почему не 4, а 3. Ну вот это привычный вид мотора, головка блока цилиндров сверху. Шпильки, прокладки. Какие компоненты используются для этого? Ну, шпильки здесь стоят усиленные из материала L19 фирмы ARP. Прокладка головки блока тоже самодельная. Вот здесь стоят уплотняющие O-ring кольца. Ну, естественно, рубашка охлаждения, как и говорил, для крепости залита специальным цементом, не строительным. То есть водяного охлаждения у этого мотора нет? Водяного охлаждения в блоке нет. В блоке, да. По воде головка блока охлаждается, как и в стандартной машине. То есть контур все равно оставлен по ГБЦ, он идет. Минимальный контур охлаждения оставлен, да. Помпа на воду у него стоит родная? Нет, стоит усиленная повышенной производительности. Родная тоже... вообще убрана. А, она внешняя? Да, она внешняя. А электрическая или механическая? Электрическая. Да. Маховик это под датчик? Да, это датчик коленвала. Угу. Так, ну маховик тоже весь кастомный. Это было связано с чем? С переходом на эволюционную коробку? Здесь, наверное, больше маховик делается самодельно для того, чтобы использовать там датчик коленвала, который убран из заводского спереди, он стоит сзади. Ну, естественно, там адаптация сцепления со всеми вылетами. Проще самому сделать это изделие, чтобы функционал как бы нужный остался, а ненужный ушел. Я помню, по первой реализации проекта двигатель был закреплен намертво к кузову, без подушек, без каких-то опор. Сейчас какая выбрана стратегия вот крепления? И если осталась та же, какие плюсы, какие минусы вот в этом жестком креплении мотора? То есть чем чревато и что это бонусом дает? Крепление также осталось жестким. Но, естественно, никто в спорте переходить, наверное, на мягкость не будет, потому что когда все узлы закреплены жестко, происходит более внятное включение передач, меньше вибраций, меньше каких-то изгибов элементов, поэтому только жестко. Получается, нет никакого демпфирования, да, у агрегатов, то есть полностью передается момент моментально по всем узлам. Это на ресурс как-то влияет, то есть это сильно убивает агрегаты машины или нет? Ну, наверное, что касается агрегатов, это наоборот продлевает их жизнь. Больше здесь сказывается на том, что машина потихонечку вся разбирается от этих вибраций. Откручиваются там винты везде, ослабевает, то есть приходится все ставить там на локтайт, контрить, потому что машина от таких вибраций просто раскручивается вся. То есть именно вот кузовные элементы, то есть мотор, все крепления, да? Все крепления раскручиваются, да, то есть надо постоянно все это там после заездов протягивать. Так, ну давайте заглянем все-таки под капот. Я еще раз напоминаю, что машина у нас находится в состоянии межсезонья. И, конечно же, все агрегаты и важные узлы находятся на профилактике, на апгрейде. И сейчас это подкапотное пространство выглядит вот так. То есть у нас есть коробка передач.
принципе, я смотрю, здесь очень много места, Потому что нет мотора. потому что нет мотора. Нет, насколько порезан кузов? То есть где заканчивается оригинальный кузов сейчас, где начинается конструкция уже не штатная, Рамные. рамная? Ну вот она прям после стаканов, скажем, выпилена рамка радиатора, ну и дальше сделана самодельная рама, на которой размещены все агрегаты, которые, в принципе, нам нужны. Для переднеприводной машины, естественно, для загрузки оси все снесено как можно дальше вперед. Ну и все агрегаты, там баки, радиаторы, все это располагается интеркулеры спереди. Повторюсь, чтобы загрузить как можно больше переднюю ось. По подвеске, по рычагам, кулакам это все кастом, это все придумывалось самими или это взято на основе чертежей каких-то существующих машин? Да нет, все это здесь чертилось непосредственно для этой машины, потому что здесь свои как бы расстояния, все свое. Даже амортизаторы, потому что используются широкие диски, не помещаются, скажем так, как привыкли мы видеть в обычной машине, со стороны колеса. То есть амортизатор вынесен в моторный отсек через качалку. То есть вот этот рычаг у нас качает амортизатор извне, изнутри, точнее извне внутрь моторного отсека. До вот этого момента кузов родной, то есть стакан кузова родной. Да, здесь все родное. Но стандартный подрамник полностью, естественно, убран со всей подвеской. Рейка, кастом, вся остальная там схема крепления, естественно, это все как бы придумано для удобства разборки, сборки, ну и для простоты какой-то конструкции. Так, вот корпус самой коробки передач. Даже невооруженным взглядом видно, что вот эта часть осталась родная, все остальное это уже изготовлено вручную. Да, так и есть. Она даже сделана более компактной на 40 миллиметров по сравнению там, с Эво-коробкой. Ну и, в принципе, для придания более там, мощностных характеристик основные элементы, где расположены подшипники, это все самодельные изделия. То есть, коробка полностью самодельная, там практически ничего не осталось от Evolution. Это у нас переходная плита, соответственно, из 2GZ в коробку от Evolution. Но плита выполняет функцию просто, скажем, чтобы состыковать разные по креплениям изделия, и чтобы это все было соосно. Она тоже закреплена, как и говорили, жестко к раме, без всяких там подушек. Ну, то есть с помощью этой переходной плиты, насколько я понимаю, вы убили 3 зайцев. Первый – это переход из коробки в мотор разный. Второй – вы закрыли область трансфера оригинального и, соответственно, сделали подход для привода правого. И, соответственно, на ней же сделали крепление всего этого узла к подрамнику. То есть у него 3 функции, да, выполняется. Да. А что за турбина используется в этом комплекте? На какой буст она выходит во время заездов? И вообще, какая максимальная мощность, которую снимали с этой машины? То есть, которая используется во время заездов, и вообще просто максимальная мощность. Пробовали ли какие-то предельные ее параметры? Турбину мы используем Garrett 4718 GTX, которая, скажем, в пиковой мощности может выдавать там 1600 и чуть больше лошадиных сил. Замерить данную машину, так как она все-таки моноприводная, мы так и не смогли на стендах, потому что колеса начинают просто срываться после 1100-1200 сил в букс, несмотря на то, что они просто огромного размера уже ставились. На стендах, скажем, при наддуве там 1.6, 1.8 мощность выдавалась 100-1200 лошадей. Боевые заезды это около 2 бар, 2.1, но не больше. В принципе, все равно даже при таком наддуве машина немного подбуксовывает по всей дистанции. Ну, то есть машина сейчас весит примерно тонну 300, да? Тонна 230 килограмм с пилотом. Тонну 230 с пилотом, с залитым баком, то есть это полная снаряженная масса. Да, это масса машины на старте. И ориентировочно такая же мощность мотора. Примерно 1 к 1, да. Это колесная мощность или моторная мощность?
То есть все-таки Моторная. Моторная, Моторная, да? То есть, да. в принципе, на колесах у нас чуть поменьше. Поменьше, да, потери в трансмиссии порядка там 20, наверное, процентов. Ну, то есть в целом машина имеет соотношение массы и мощности практически 1 к 1. Можно сказать, да. Что с коробкой передач? Я знаю, что здесь стоит коробка передач от Evolution, но она у нас полноприводная коробка передач. Как вы из нее сделали, во-первых, переднеприводную коробку передач, и вообще почему используется эта коробка передач? Ну, данная коробка уже, скажем, в наших руках, да, она используется от Evolution, но она полностью переделана, и, наверное, там от нее уже, скорее всего, осталось там небольшие части корпуса от Evolution, начинка полностью самодельная, механизм переключения полностью самодельный, потому что это полностью секвентальная коробка передач. Мы для драга сделали там из 5-ступенчатой 4-ступенчатую. Вот. Это полностью, скажем, самодельная разработанная трансмиссия, над которой вместе мы работали с командой Lukoil Racing. В принципе, вот это изделие зарекомендовало себя как очень надежное, очень эффективное. Сбоев в работе не было ни разу. Это именно кулачковая коробка или это секвентальная коробка? То есть это прямозубая коробка или это полностью секвентальная без возможности переключения без сцепления? Да, это полностью прямозубая кулачковая коробка с секвентальным механизмом управления, там, скажем, без сброса газа мы переключаем. Поэтому без потерь на это все. Я понял. А почему не автомат? Ну, как, скажем, показывает статистика, данный мотор 6-цилиндровый обладает очень большим крутящим моментом. Пока, наверное, в мире нету автоматов, которые переваривают там 1000-1500 ньютонов с поперечным расположением мотора. Ну, вот это самое главное, видимо, пояснение, что именно автоматы с поперечным расположением мотора. То есть, если поменять расположение, то автомат такой будет. Но тогда уже машина не перестанет быть переднеприводной. Ну, в принципе, да. Либо надо менять, уже ставить мотор вдоль, и тогда уже сочинять совершенно другую историю. Вы для коробки внутренности брали какие-то стандартные, или это тоже кастом, все шестеренки свои выточенные, или это готовый комплект был усиления для коробки Evolution? Нет, это полный кастом. Здесь абсолютно все, начиная от шестеренок валов до механизма переключения, полностью самодельная конструкция. С чем-то сравнить диаметр привода, гранаты, которые туда входят. С чем можно таким зажигалку сравнить? Да, вот что такое более... Для всех понятно, да? Понятно, ага. Слушай, смотри, можно еще взять? Ну, как видно, что диаметр приводных валов у нас он составляет 40 миллиметров. Это у нас ведомая шестерня, которая, в принципе, в эволюшеновской коробке передает момент на трансфер. Ее крутит маленькая шестерня, да, в паре. Вот она, да, у нас. И, соответственно, дальше у нас должен выходить трансфер. И в нем раньше крепились привода. Теперь все привода у нас вставляются прямо в саму пару. И вот, для сравнения, всем известный диаметр крышки баллончика из-под краски и, к примеру, диаметр гранат под привода этой машины. В этой коробке передач дифференциала на переднюю ось нету. Почему не используется дифференциал? Почему используется именно вот такое жесткое соединение передних приводов? Ну, данная конструкция называется спул. Два привода соединены на одной оси жестко. Ну, это сделано больше для того, чтобы не было, скажем, проскальзывания какого-то в блокировке. То есть здесь момент одинаково подается на два передних колеса. Ну, это было выбрано из-за того, что негде было разместить, например, ту же блокировку, жесткую блокировку, дисковую там какую-то, или она просто там не нужна, никакой вид блокировки, никакой вид дифференциала. То есть достаточно жесткого соединения двух колес в паре. Ну, для гонок по прямой достаточно просто, чтобы весь момент подавался одинаково на каждое колесо. Поэтому здесь никаких блокировок не нужно. Вот, достаточно такого изделия.
Ну, единственный нюанс, о котором мы уже говорили, что в такой ситуации при обрыве из приводов у нас получается юла. Это единственный недостаток этого соединения для данного вида передачи момента. Ну, так и есть. Зато момент подается ровно 50 на 50 на каждое колесо. Вы с длиной приводов как-то заморачивались? Они одинаковые у вас? Или это разница в длине есть? Нет, у нас стоят равнодлинные привода. Это, ну, скажем, наверное, все-таки необходимое условие для исключения каких-то там поворачивающих моментов, когда привода имеют разную длину. Поэтому там стоит промвал, так называемый, который компенсирует смещение коробки относительно центра машины. Раз мы уж начали говорить о коробке, то тут же надо спросить о скоростях. Какая скорость обычно на выходе? То есть предельно вот на концовке дистанции какая скорость развивается у машины? Ну, она порядка там где-то 270-280, чуть-чуть побольше. Вот такая вот. В зависимости от того, как произошла реализация. То есть от зацепа на трассе, от условий, скажем. Вот. От правильного включения, переключения. То есть от пилота тоже очень много зависит. Поэтому, ну вот, скажем так, 270-280 км в час. А вот перегрузки пилота. Были ли такие случаи, прям потемнение в глазах? То есть реально ли запредельные в этом плане ускорения? Или все терпимо для такой мощности? Да нет, это все, наверное, терпимо, просто все равно к таким ускорениям надо привыкать. То есть человек, который садится первый раз за такую технику, ну, наверное, первое время будет теряться там. Поэтому к этому надо привыкнуть. Ну, ничего, все контролируется. Переднеприводную машину, полноприводную, заднеприводную машину, вот контролировать в таком ускорении, какую проще? Это извечный вопрос борьбы переднего привода с задним приводом. Вот на таком виде соревнований, какую проще держать на трассе? Здесь, наверное, зависит очень много от ровности покрытия. Поэтому если покрытие ровное и правильно настроена техника, она вся едет ровно, прямо. То есть здесь главная работа пилота уже заключается в другом. Не в рулежке, это точно. Надо только подруливать, а много других функций у пилота, которые он должен в процессе там, предстартовой процедуры, там, заезда должен сделать пилот. Ну, в продолжении темы трансмиссии, из чего сделаны привода, я так понимаю, самые главные ведущие привода, значит, передние. Какие кулаки, ступицы, это все кастом или это все взято с какой-то другой машины, то есть как это все делалось? Что касается всех этих элементов, то есть это полностью кастомные, там, прорисованные, просчитанные изделия. Сталь на приводах выбрана, естественно, тоже специально, которая используется там, в вертолетных валах, то есть это специальные стали. Но все остальное как бы выточено, сварено там в кондукторах. Это полностью самодельные изделия. Подвески, кулаки. Кулаки и да. рычаги алюминиевые? Да, нет, это все сталь. Сталь. Все сталь. А на приводах шлицевые соединения? Шлицы обязательно, Шлицы. да. Шлицы. Как часто меняются привода? Или они выдерживают эту мощность? Ну, наверное, сейчас дошли до такого момента, когда, в принципе, все это работает и держит. То есть привод, он, если отламывается в такой ситуации, это очень неприятная ситуация. Потому что здесь нет как таковой блокировки дифференциала, и получается эффект юлы. То есть одно колесо закручивается по кругу, если отрывается второе. Поэтому это, наверное... То есть при обрыве одного привода у нас момент не перестает подаваться на другое колесо, то есть то колесо как ехало, так оно и продолжает ехать. Так и едет, то да. Есть, получается волчок, да? Получается волчок, и не Такие очень ситуации приятно. были? У меня, слава богу, нет. По масляной системе, по системе охлаждения, что здесь необычно или обычно? То есть я имею в виду как контур охлаждения масла в двигателе, так контур и масляный в коробке передач. То есть вот вся система смазки как устроена на этой машине? Ну, коробка не имеет никаких там элементов радиаторов. То есть там масло находится в коробке, оно, в принципе, никуда ничем не охлаждается. Масляная система, как и было, как и говорили раньше, то есть там выносной насос, вот видно огромный фильтр, потому что подача масла достаточно большая. Вот. И что касается масляного контура,
Охлаждение масла не происходит. Заезд достаточно короткий по времени, масло разогреваться не успевает. Ну, а водяной контур. Вот находится радиатор охлаждения. Лежит, в принципе, горизонтально. Свои задачи выполняет. Машина там за 8-9 секунд не перегревается. Так, ну вот это тот самый Гаррет. Турбокомпрессор, который кормит наш 2GZ необходимым избытком воздуха. Даже отсюда видно на сравнении, он примерно с твою голову размером, этот вход в эту турбину. Да, он большой и достаточно тяжелый. Опять-таки, для смещения веса все элементы вот эти тяжелые, да, пытаются, вы выставляете за ось мотора, то есть за ось передних колес, чтобы утяжелить переднюю ось максимально. То есть турбина находится вот здесь. Да, вот ее местоположение. Угу. И вот это топливный бак. Топливный бак. Сколько литров бак? 15 литров. Вам во время заездов же можно дозаправляться? Ну, между заездами можно заправляться, но это не требует. То есть бака хватает там порядка на 3-4 заезда. Какой стоит топливный насос? И вообще он один? Насос один стоит механического типа. Вот он вместе с масляным, на моторе его было видно. Все понятно. А какого размера форсунки для всей этой мощности применяются? Ну, мы используем 12 форсунок. Производительность каждой 2200 кубов. То есть у вас стоит 2 ряда форсунок? 2 ряда форсунок, да. Одна форсунка 2200 кубов. Так, а что вот такое торчит? Рычаг переключения. Здесь механизм еще стоит. Он сюда такой крепится и тяга переключения. Все, понял. То есть тут не тросиковый, да, механизм, а ручка жесткая связь, да, обязательно. Кузов максимально облегчен. То есть многие элементы заменены. Я помню, я видел еще тот момент, когда задние крылья были в такое большое отверстие, как решето себе представляли. Все силовые элементы удалены из кузова, не несущие. Из чего сделан кузов сейчас и насколько основа осталась оригинальная? То есть насколько осталось оригинальный кузов в своей основе? Ну, наверное, все силовые элементы, наоборот, они на этой машине сохранены. Убраны какие-то там, скажем, кронштейны поддержки, какие-то минимальные крепления. Поэтому, скажем, то, что потребовалось, заменили просто на самодельные пластиковые изделия. А так основа, там, крыша, все проемы, дно, то есть это, в принципе, все осталось. Пороги, это все силовая конструкция заводская. Ничего не менялось, в принципе, из-за чего такая масса машины. Потому что к ней добавился еще каркас безопасности там по полной схеме. Ну и все остальное. Навесное оборудование, конечно, здесь заменено на пластик. Крышки, двери, крылья. То есть вот эта вся пластиковая морда, это все самодельное, под свои, там, скажем, размеры колес, под свои требования. Ну вот, кстати, размер колес. Какие стоят передние колеса, какие стоят задние колеса? Что они позволяют делать? То есть как вот переднеприводная машина передает эту всю мощность асфальту? То есть какого размера катки должны быть, какой ширины эти катки быть? И вообще какая должна быть под них трасса? Ну, трасса, естественно, где мы ездим, это все-таки специально подготовленный дрэгстрип, проклеенный, протертый, там, натертый резиной, поэтому это немного необычная дорога, необычный новый асфальт, то есть сцепные свойства там, естественно, намного лучше. Покрышки, естественно, используются драговые, которые не имеют протектора для более плотного там, прилегания и коэффициент сопротивления для лучшего. Естественно, в переднеприводной машине, то есть передние колеса просто огромные для хорошего зацепа, задние выполняют функцию просто, скажем, катиться, они очень узенькие. Вот. Размер колес, если перевести на понятный, скажем, всем размер, на гражданский размер, это 295 на 65 и на 15.
То есть в драге используются диски небольшие, чтобы иметь высоту шины большую, которая при старте позволяет складываться, что демпфирует и не позволяет срывать покрышку очень быстро. Ну, естественно, то есть это только плюс. Тут же размер колес у нас 15. А какие тормоза стоят на этой машине? И самое главное, вообще во время заезда тормоза как-то пользуются тормозами? Или только парашют? Или парашют это дополнение к тормозам? Как происходит торможение во время заезда? То есть нужны ли тормоза этой машине? Ну, тормоза в машине, естественно, есть на все 4 колеса. Просто в переднеприводных машинах, скажем, вот такого класса, там задние тормоза выполняют роль просто ручного тормоза, но они работают. Передние тормоза стоят, скажем, полноценные, но основной эффект торможения достигается за счет парашютов. Вот это, скажем, не сравнится ни с какими тормозами, поэтому основное торможение данной машины это только парашюты. Здесь их даже 2 огромных, поэтому без них никуда. Так, у нас здесь видно кулак, рычаг и подвеску, а главное колесо. Это вот не боевые колеса, правильно? Да, это просто перекатные колеса. Но размер их примерно тот же, как у боевых? Примерно, да. Здесь просто диск больше. Здесь просто диск 18-й, боевой 15-й. А почему вот не ездить на такой резине? Зацеп будет меньше. На таких покрышках нету складки. То есть при старте высокая покрышка, она складывается, что создает эффект пружины на старте. Это позволяет лучше передать мощность асфальту? Или это позволяет компенсировать какую-то мгновенную нагрузку на привода, на все системы трансмиссии? То есть что дает вот это сворачивание резины на старте в драговых машинах? Это и дает, скажем, наилучшую реализацию старта за счет того, что происходит эффект складывания покрышки, потом ее распрямление. Ну, естественно, гасит все эти удары резкие, которые не срывают покрышку в букс. Более точно настроить старт, потому что все старты машины снимаются на видео. Ты видишь, как себя ведет колесо, где надо добавить мощности, где надо убрать мощности. Поэтому это самый главный эффект, то есть позволяет лучше стартовать и лучше реализовать эту мощность. Ну и мало того, что старт проспал, еще и про ланч как-то так позабыл, что ли, Руслан Фролов. Но, тем не менее, пропасть разделяет, конечно, два этих автомобиля на финише. Давай. Стекла. Это у нас Лексан, да? Стекла, да, это поликарбонат, который не колется, не бьется. Опять-таки в целях безопасности. Но еще во время заезда здесь стоит сетка. Да. Так, вот они, задние колеса. А задние колеса это настоящие или тоже перекатные? Нет, задние колеса это боевые, которые используются в заезде. Вот они узенькие по сравнению с передними. Они узенькие, и диск у них, кажется, максимально возможно облегчен, да? Диск легкий, узкий, Очень да. легкий. И тормоза, как у велосипеда. Тормоза маленькие, потому что я, как и говорил, что они используются в качестве ручника. А вообще в процессе торможения сзади тормоза участвуют? Они в контуре или только ручник? Нет, только ручник. Только ручник, да? Да, поэтому такие маленькие. Так, ну вот это те самые парашюты, которыми происходит торможение. Каждое торможение на финише происходит с помощью парашютов. То есть простыми тормозами даже не пробуют останавливаться. Но если заезд проходит, там, скажем, в тестовом каком-то режиме, не на полную мощность, поэтому ими, в принципе, можно не пользоваться. Но когда скорость там заходит за 230-250 км в час, конечно, это обязательное использование. Эти ангелы-хранители всегда выручают. Они стабилизируют, во-первых, машину, потому что машина все-таки при резком закрытии газа даже приподнимает заднюю ось. То есть они просто как зонтик выравнивают ее, ну, естественно, с очень хорошим замедлением. Поэтому это тоже как такой нужный элемент безопасности.
А вот этот клюв, который сзади, это крыло, это закрывает парашют или это аэродинамический элемент? Нет, это просто аэродинамический элемент. Он позволяет, скажем, отрывать поток, который закручивается после машины, немножко дальше от кузова, что, скажем, ослабляет эффект торможения за заднюю часть машины. Что изменено в кузове вот в плане аэродинамики? То есть, насколько я знаю, что очень сильно удлинена база машины. Она расширена, машина. То есть, вообще вот пределы допуски по изменению геометрии машины, насколько большие, насколько можно меняться? То есть, можно ли сделать в 2 раза шире машину, в 3 раза длиннее машину? То есть, где вот эти ограничения? Ну, драговая техника – это в основном, скажем, узкая и длинная, поэтому на этой машине там база удлинена на 30 сантиметров. Задние колеса сдвинуты назад, передние вперед. Поэтому, естественно, это все сделано для адекватного поведения машины на такой скорости. Поэтому регламентом это нигде не прописано. Ну, чтобы как-то сохранять все-таки внешне машину, нельзя куда-то выходить колесами за бампер. Поэтому как-то так. Машина там сейчас в межсезонье находится там в процессе, как всегда, каких-то доработок, разработок. Какие-то детали, элементы, они просто сняты. Вот, а то там начнутся вопросы, там, а где, блин, тут вообще чего? Это откручено, блин, это валяется. Нифига себе спортивная техника. Так, ну, как обычно, в любом корче места здесь немного. Твой рост примерно как и мой, маленький. То есть большому человеку сюда особо не пролезть. Как это все здесь размещается? Как ты себя в ней ощущаешь? То есть как происходит вот заезд? Ну, салон, естественно, спортивной машины, он такой спартанский. Все элементы там комфорта, какие-то вспомогательные системы, все убрано. То есть минимализм полностью. Только что нужно там включить-выключить, и все. И вот переключатель скоростей, скажем, и руль. Поэтому для удобства посадки это просто снимается. Если там кому-то надо сесть, уже места становится гораздо больше. Вот. Поэтому остальное все происходит, скажем, по инструкции старта, по инструкции прогрева. Основные органы управления вот во время гонки. То есть понятно, что руль, кулиса коробки передач, вообще что используется, ну, педали, да, это тоже понятно. Что используется из приборов во время заезда? То есть вообще на что-то, кроме дороги, глаза смотрят? Глаза смотрят в основном вперед. Для этого существует лампочка отсечки по оборотам двигателя, поэтому эти лампочки находятся максимально на траектории там, зрения, чтобы ты смог, не отвлекаясь, спокойно, скажем, проконтролировать. То есть есть лампочка красная, когда надо просто прекратить заезд и все, и заглушить все. Либо просто ты видишь, когда тебе нужно переключиться. В принципе, в конце заезда сейчас рычаг переключения выпуска парашютов, он снят. А так ты в конце заезда просто дергаешь управление парашютами, ну и останавливаешься. Ну, сейчас машина находится у нас в межсезонье. Она практически вся разобрана. Поэтому многих органов управления здесь просто нет. Как часто вообще монтируется эта машина? То есть вот после каждой гонки вы разбираете ее полностью? Наверное, нет. Сейчас, естественно, там идут работы по переделке немножко электрики, то есть что-то убирается, что-то добавляется по мере понимания, какие функции еще нужны там данному автомобилю. А так, нет, достаточно надежная конструкция. Несколько раз в сезон, конечно, надо обслужить, снять, посмотреть, в каком состоянии там коробка, посмотреть, в каком состоянии мотор. Но, в принципе, все живет, все работает. Электрика этой машины – это отдельное произведение искусства. Здесь используются военные, космические технологии, и об этом надо рассказывать отдельно и крупномасштабно. Поэтому в рамках этого ознакомления я даже не буду касаться всего того, что здесь понаделано с электрикой.
А по электрике что управляет мозгами? Какой блок управления, что из электроники в этой машине установлено? Здесь стоит блок управления ABIT, поэтому модель контроллера, которая позволяет там записывать, скажем так, логику, кто понимает, про что я говорю. То есть мы после заезда спокойно можем проконтролировать все параметры, которые находятся в машине, все давления, все температуры. То есть все это раскладывается по временной сетке до тысячных, поэтому сидишь, рассматриваешь, где ты себя правильно вел, где какие-то агрегаты там себя вели неправильно. В это время пишутся какие-то физические параметры, я имею в виду ускорение, торможение, то есть именно перегрузки машины. То есть правильно ли работает сам водитель. То есть помимо технических параметров, которые пишутся, понятное дело, с мотора и со всей стороны, что-то о водителе пишется как в логе? А водителя нет, здесь не пишется ничего, существует просто там, скажем, в шлеме связь с командой. Если что-то там, я что-то вижу, что-то не так, я сразу передаю по рации, у меня есть кнопка включения, то есть я могу это объяснить очень быстро, сказать. Вот. А перегрузку машины, все это пишется, да. В экстремальной ситуации что надо сделать с машиной? И есть ли какие-то нормативы по покиданию? То есть вот какие действия должны выполнить как часы во время экстремальной ситуации? Ну, при любой нестандартной ситуации у нас, в принципе, на трассе находится команда спасателей, которая в течение там 30-40 секунд должна подъехать к машине, ну, и выполнить свои действия. Если пилот, скажем, в сознании, естественно, он там все просто выключает выключатели МАЗ, включает систему пожаротушения, ну и максимально быстро пытается покинуть просто транспортное средство. Какой-то регламент, как в Формуле-1, если, точнее, штраф за то, что не забыл пристегнуть руль, есть в этих соревнованиях? Нет, здесь же перед выпуском заезд, скажем, судья старта, он осматривает, насколько там ты пристегнут, затянут ремнями безопасности, поэтому запрещается тонировать боковые стекла, проверяется сетка, проверяется там шлем, ремни, то есть ты полностью, в принципе, он тебя выпустил, ты уже готов к старту. Это все проконтролировано. Амалогация на все узлы и там салонные, и технические существует? Но это обязательно все, что касается экипировки, все, что касается сидения, там, я не знаю, руля, перчаток, в целях безопасности, да, все это амалогировано, поэтому без этого не допускают. До участия в официальных соревнованиях без этого не допускают. Приходилось ли когда-нибудь пользоваться вот системой пожаротушения или попадали в какие-то ли вот экстремальные ситуации, где вот приходилось реально покидать машину, аварии, что-то такого плана было в опыте управления, в гоночном опыте? Ну, слава богу, каких-то таких совсем нестандартных ситуаций не было. Единственное, пока не использовали парашюты торможения, вот были щекотливые ситуации, когда все-таки эта машина имеет там развесовку 20/80, скажем так, основное все на передней оси, и при резком торможении, как вот на велосипеде, когда нажимаешь передние тормоза, поднимаются задние, и ты вот едешь на двух передних. Такие ситуации были, и это очень неприятные. Но при использовании парашютов, то есть сейчас все, динамика замедления достаточная, все, слава богу, хорошо. Скажи, какие на сегодняшний момент достижения, результаты российские, может быть, европейские, поставлены твоей командой, тобой лично? То есть, вот, и какие планы на ближайший сезон, на текущий вот сезон, который будет? Что в планах? Ну, планы-то, конечно, грандиозные. Постоянно меняется, скажем, твое нахождение где-то в сетке, в топе, естественно, появляются более быстрые машины, поэтому все это нельзя оставлять. Это надо постоянно в каком-то режиме нон-стоп работать, поэтому движемся вперед, пытаемся выйти изначально на первое место в Европе, поэтому я думаю, что работы много, но цель ясна, будем стараться. А временные рамки сейчас какие? Сколько едет эта машина? 402 метра она сейчас проезжает за 8,7 секунды. Это сейчас третье время в России. Ну и, по-моему, там 11, наверное, в Европе. Ну, а теперь, пожалуй, наверное, самый каверзный вопрос. Но этот вопрос интересует буквально каждого слушателя, зрителя. Притом неважно, что он рассматривает, это вопрос цены. Вот сколько такой проект стоит? Как в целом, так и по каким-то узлам и агрегатам. Как изначально купить машину, так и
сделать вот какие-то кастомные вещи, как коробка передач, ну, то есть все вот эти вещи. Сколько это стоит в сумме? Ну, наверное, вопрос реально такой каверзный, потому что если сразу сказать, что машина стоит столько, то людей это, во-первых, не понимают, откуда такая стоимость берется. Вот. Данная машина строится, в принципе, не 1 год, поэтому какие-то узлы обновляются, меняются, то есть из-за этого какие-то там средства, скажем, выручаются и вкладываются в какие-то новые разработки. Поэтому, ну, напугать кого-то, может быть, получится, не получится. Но данный проект порядка там 5-6 миллионов, наверное, стоит. По времени это растянуто на какой период? Сколько строится эта машина? Если поставить задачу, в принципе, можно в течение года собрать такой проект. То есть при наличии, грубо говоря, 5-6 миллионов можно построить практически чемпионскую машину, да, для России. Ну, скажем, наверное, да. Но чемпионская опять это все-таки... Сейчас идет временная разбивка классов, поэтому надо понимать, в какой там класс едешь, с каким временем ты поедешь и для чего тебе это все нужно. Насколько я знаю, это не единственный твой проект и не единственная машина вашей команды. Что еще из таких проектов вы строите? В каких видах соревнований участвуете? Или это только драк? Нет, мы ездим еще и кольцевые гонки, любительские, там, чемпионаты России, зимние гонки. Проектов, наверное, много. Просто каждый проект имеет определенный уровень подготовки. Каждый выбирает сам для себя, где участвовать и как ехать. Поэтому сейчас строим заднеприводный проект. Достаточно быстрая техника. Немножко новая, скажем так. Рамная конструкция. Там совершенно другая подвеска. Поэтому с этим еще, скажем, придется в будущем справиться с настройками. Машину самое главное научить ездить, не только построить. Поэтому, работаем, скажем, слава богу, не стоим на месте, движемся вперед. Это тоже тысячесильные проекты? Но что касается заднеприводного, да, даже побольше, там, 1,5 и, может быть, еще больше, если потребуется. Да, конечно, все очень впечатляет. Я с удовольствием напрошусь к тебе в гости еще раз, чтобы рассказать ибо о остальных проектах тоже. Я сегодня много узнал о кухне дрэгрейсинга в России. Хочу пожелать команде Full Power Motors спортивных успехов. Тебе, в частности, как гонщику, как основателю команды. В этом сезоне, в будущих сезонах, на всю спортивную карьеру, которая предстоит вам в команде, вам с этим видом спорта. Спасибо, Сереж. Рад был принять тебя у нас. Рад делиться с нашими проектами. Пожалуйста, приезжай. Всегда рады. Все, ловлю на слове. Спасибо. А вас я попрошу поддержать мое творчество лайками и репостами. Пишите в комментариях, какие еще тысячесильные проекты вы знаете и о каких вы бы хотели, чтобы я снял свой рассказ. А на сегодня это все, что я хотел рассказать. Всем удачи, всем пока. Вот это, скажем, как узел какой-то агрегат. Естественно, рубашка охлаждения, как и говорил, для крепости залита специальным цементом, не строительным. Маховик можешь снять. Все это просто там такое кастомное, самодельное. Но это все очень крепкое, очень большое и, как показала практика, очень надежное. То есть в этих механизмах, элементах ничего не сломалось с 2014 года использования. Знаешь, такой, главное не пропустить что-нибудь. Ну, в принципе, да, смонтировать еще подвижно еще.